А вот различия между никарагуанцами и костариканцами я не вижу. Только немножко акцент другой. Ну, здесь же вас называют без отчества. Да, конечно. Как-то это когда в возрасте непривычно, да? Или уже это? Те, с кем я общаюсь, вот ученики, они профи, и все. А, профи. Я ему объясняла, что у нас учителей не называют профессор, если у него нет звания, статуса, да, степени нет профессорской. Но учительница это некрасиво звучит. Так что профи. В школе училка. Да. А по закону так Ирина Константиновна, так они пока выговорят, господи. Окей. Всем привет, это Никарагуа. Мы встретились с Ириной. Сегодня она расскажет, как она здесь оказалась. Ирин, расскажите, пожалуйста, почему Никарагуа? Ну, потому что вот обычная такая история. Экспорт жен назывался. Вышла замуж за никарагуанца, и приехали мы сюда. В каких годах? Я все приехала в 91-м, в январе 91-го года. А сами родом откуда? Из Кишинева, Молдавия. Да, а муж учился в Киеве. И на каникулах встретились в Крыму. Вот. Длятся наши каникулы до сих пор. Так что. Когда приехали сюда, тяжело было адаптироваться? К погоде, к климату. А так вообще нет. К людям нет, спокойно. То есть вы уже знали испанский? Нет, не знала. Но быстро очень выучила я. Долго не молчала. Муж, когда приехали, муж перестал со мной вообще разговаривать, пока я не выучила язык молчком. Но выучила быстро там. У них семья большая. Тяжело было работу найти? Я не работала поначалу. Не работала. Именно, да, действительно была работа тяжело найти. Я работала в вечернем центре в Молдавии, в Кишиневе. И здесь я тоже, как вроде так, меня взяли попробовать на работу, но что-то там не срослось. И больше я не могла найти. Ну, и причем проблемой была не язык, не потому что я уже к тому времени года 2 или 3 здесь была, уже нормально разговаривала, никаких проблем. Просто что-то там у них не пошло, у них самих. Да и техника другая. Я работала же, помните, наши машины вычислительные, целые залы занимали эти. А здесь уже все были на персональных компьютерах. Так это. Там мне пришлось подучиться, ходила на курсы, подучилась здесь. И что-то потом не пошло. Вы здесь еще закончили университет? Да. Сначала пошла, потом решила поменять профиль. Значит, пошла на курсы английского языка. Проучилась, отучилась там полгода. Вроде хорошо идет. Поступила в университет и закончила и курсы параллельно, и 5 лет университета отучилась. Но именно здесь и английский язык в то время в этом университете, он был именно с педагогическим уклоном преподавания. То есть по образованию вы... Педагог с английского языка. Преподаватель английского языка. А сейчас чем занимаетесь? Преподаю русский язык. Преподаете русский? Да. Учились на английский, преподаете русский? Я проработала много лет, преподавала английский язык, но не в этом университете, а в других. Там в инженерном институте, еще там коммерческий какой-то преподавала. А преподаете в фонде русского мира? Сейчас, да, потому что я считаюсь администратором здешней ячейки нашей. А чем вот занимается эта организация в Никарагуа? Расскажите. Пропагандой русского языка и культуры. Так вот. Для всех желающих причем. То есть закреплена при университете? Это между университетом и Русским миром, фонд «Русский мир», между ними был заключен договор, что фонд будет базироваться на базе этого университета. Пытались с разными университетами заключать этот договор, потому что я давно про этот фонд слышала. Но когда я сюда пришла работать, он уже работал, по-моему, год-полтора. Я пришла сюда сначала учительницей работать, меня нашли, а потом вот уже стала администратором. А сейчас фонду сколько лет уже? В этом году 7, по-моему, 7 лет. 7 лет. Да. И есть еще конкуренция, да? Китайский
Ну, конкурентов много, даже и русские у нас есть уже конкуренты. Есть частная организация такая, клуб «Борщ» называется. Борщ? Это чисто никарагуанцы, вот, которые учились в Союзе. Ну, один из них, который основал этот фонд, он учился в Союзе давно, когда-то очень. И организовал эту тоже группку. Но им сколько? Им, по-моему, 2 или 3 годика только. Маленькие еще. Еще маленькие. А чем они там занимаются? Вот они дают классы русского языка онлайн. И в основном они что-то собираются, песни поют, стихи учат. Так это. Потому что, ну, здрасте, до свидания, бытовые такие вот Ну, это вещи. клуб никарагуанцев. Да. Ну, кто хочет, может прийти. Ну, тоже платный, и плата примерно такая же, как у нас. Но просто они сейчас уже не в Манагуа здесь у них, а здесь их пригород от Сьюдад Сандино. Они там на базе какой-то школы. То есть обучать русский язык у вас платно? Да. И сколько будет стоить обучение? Ну, $10 это матрикула, место, и 15 ежемесячный взнос. Ну, скажем так, это месяц, если ты вот чуть по каким-то причинам пропустил, не учился, ну, в этот месяц мы с себя не берем плату. За факт обучения платишь, да. И ну, поскольку мы с расписанием университета работаем, когда у них каникулы, у нас здесь закрываются каникулы, хотя каникулы небольшие, там, не 1 неделька, 2 недельки, самые большие это вот новогодние. Вот сейчас в декабре мы выходим и заходим обратно в январе. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. И какого уровня русский язык преподаете? Ну, в принципе, мы работаем с европейскими стандартами. У нас обучение вполне такое формальное, дипломы, все. У меня ученики здесь были даже до уровня «Б». А сейчас пока только есть А1 и А2. Были у меня и Б1. Просто уехали в Россию учиться потом. И пока еще никто не дорос. А так мы, да, преподаем здесь на всех уровнях. А помимо преподавания русского языка, про литературу, про еще какие-то... Ну вот Россотрудничество и КСОРС здесь у нас в нашем центре организовывали литературный клуб. Ну, он давно уже существовал, просто они здесь теперь собираются. И студенты, кто хочет, пожалуйста, приходят участвовать. Но просто тяжело, потому что с уровнем А1 и А2 они еще особо не понимают это по-русски. И говорить им про писателя, про которого они вообще тоже никогда не слышали, это им тяжеловато, но вот многие стремятся, приходят. А есть русская православная церковь? Здесь есть, но не в Манагуа, есть в Буако, по-моему, Копия есть. Копия это как это? Часовня. Ну да, там есть, вот, приезжают. А вообще это, я так считаю, слышала, что приезжал даже к нам сюда в Манагуа, богослужение проводил здесь один священник. Я так поняла, что он из Панамы, Да. из Панамы, Панамская епархия. Да, это. Отец Антоний. Да, приезжал пару раз. Но в самом Манагуа у нас нет. А здесь, по-моему, одна и даже, по-моему, где-то еще другая. То ли собирались строить, то ли... Я знаю, что в Буако. Одно время мы даже, помню, собирали пожертвования для детей. Там всякие книжки, игрушки. Как это называется? Ну, там продукты базовые такие. Да, он рассказывал, отец Антоний, то, Да. что он выезжает вот по странам Центральной Америки и тоже... Да, он приезжал пару раз в посольство был, там они делали богослужение, раз даже у нас здесь сделали. Но это еще не в мою бытность администратором. Был другой здесь администратор, никарагуанец. А в мою бытность они делали, по-моему, в посольство делали уже.
Интервью с отцом Антонием по ссылке в описании. Про медицину расскажите. Насколько здесь вообще медицина качественная, некачественная, с вашей точки зрения? Ну, с моей точки зрения, медицина доступная, поскольку здесь есть и страховка, и для тех, кто не работает, есть обыкновенные эти вот поликлиники, там здесь называется центр де салют. Ну, это поликлиника обычная, в принципе. Они по разным этим вот разбросаны. Но там, конечно, да, не самый лучший вариант это. Ну, для неимущих, да, идет, это бесплатно. А уже кто вот работает, я работаю, мне прямо с зарплаты отчисляют страховку, социальное страхование, и я прикреплена к определенной больнице. Там уже получше, все-таки там побольше всяких врачей. Но опять же, вот как вот рассказывал этот человек из Коста-Рики, ничего так это, на уровне Советского Союза, в принципе. В принципе. Платная, конечно, дорогая. У меня мать болела очень сильно. Так мы остались без штанов, пока ее лечили. Хотя и без толку. Нет, умерла мама. Но что было делать? Но вы сами обслуживаетесь какой бесплатной, платной медицине? Ну, у меня страховка, значит, с меня ничего не берут. Ну, зарплата, что высчитывают, вот это. А какие налоги вообще платит работник? Ну, вот это медицинскую страховку у нас высчитывают, потом что-то вот еще какой-то подоходный налог и еще что-то. Вот 3 налога таких больших. Есть, конечно, еще налоги за собственность и все это такое. Но у меня, поскольку у меня никакой собственности нету, так меня это не... Какие здесь вообще пенсии? Еще пока не знаю, но скоро узнаю. Ну, может, уже с кем общались, какие получают? Ну да. Кто долго... Сейчас оно тоже очень поменялось. Одно время, это, помню, еще муж, когда собирался только на пенсию, ему вообще платили бы потом 100%. Это сколько... Ну, что он зарабатывал, его зарплата, она бы у него в пенсию и выходила. А сейчас уже, по-моему, то ли 60, то ли 80% от заработной платы. Это еще, наверное, зависит от какой организации. Ну да, у них тоже бесплатная медицина у пенсионеров. Есть поликлиника специально для пенсионеров, и там и больница их там, если надо их. То есть поликлиника отдельная для пенсионеров? Да. Туда дети не приходят? Нет, молодые мамы тоже? Это только для пенсионеров. Их прикрепляют, по-моему, поликлиника «Ориенталь», так и называется она. Это именно для пенсионеров. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании «Росмедицина» согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в «Росмедицина» и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления 2-го гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. А средний прожиточный минимум какой вообще здесь? В смысле, сколько денег надо или люди сколько живут? Ну, сколько получают минимальную зарплату, да, и сколько вообще для проживания необходимо?
Я, честно говоря, даже не знаю. По-моему, 18 тысяч считается, по-моему, это минимальная. Меньше 18 тысяч никто не имеет права платить, по-моему. Это кордон. Кордова, да, Кордова, конечно, Кордова. А один Кордова, вот сейчас с этого года сделали стабильное, а то раньше все время он рос и рос. Я когда приехала, помню, 4 Кордова стоил доллар, а сейчас уже 36,68, что-то так стоит, с копейками. И то, и инфляция, я помню, была здесь, я пережила, что Кордова поменяли на Кордова Оро, сейчас, который называется Кордова Оро. Ну, то есть 18 тысяч минимум должен быть. Вроде бы как. Я помню, когда было 10 тысяч, ну да, подняли. Но я помню, что в одно время было 10 тысяч минимальная. 18 тысяч А то достаточно? и 6 людям платили. Да, на сегодняшний день 18 тысяч достаточно для проживания? Опять же, в зависимости, где ты живешь. Если у вас там уже собственный дом и большая фамилия, то еще ты проживешь. А если ты один живешь и где-то снимаешь, это очень тяжело. Я так думаю. Потому что еще одеваться надо. Это 100% эти люди не одеваются, в новую одежку покупают. Такое. Или на рынке где-то. Вообще, если жить и питаться с рынка, то можешь прожить нормально, более-менее. Потому что на рынке намного дешевле, ты уже, знаете, всегда есть все, овощи, фрукты. Ну, есть, конечно, сезонные, что подороже, что подешевле, но есть. Я увидел, у вас на рынках продают все. Там сковородку, Да, чайник, да. кастрюлю. Я помню, когда я приехала сюда только, меня повели сначала в супермаркет. Пустые полки, вымершее такое все. Ну, как в Союзе была в 90-е годы, это пустота такая, последние годы перед тем, как разрушился Союз. А в самом деле в Молдавии так оно было. Приходишь, но ничего нету. И там куски этого коричневого мыла и заполняют. А потом меня повели на рынок. Так у меня глаза в лоб были, там все было, все. Так как приехал, все и по доступным ценам. Ну, в основном все китайское, конечно. А вот это то, что они продают даже на улице возле остановок. Ну, БУ товары, там игрушки детские, старые, да, сковородки. Это всегда было. Это с чем связано? Ну, понимаете как? Насколько я понимаю, здесь есть тоже много посылают типа благотворительно, собирают подержанную одежду, всякие товары, и сюда их пересылают этими тюками-паками за минимальную цену. Люди их выкупают и перепродают. Это не то, что здесь по стране их собирают и потом продают. Это откуда-то, ну, в основном Штатов. То есть им выделяют эти вещи, они потом продают? Нет, они их покупают. Покупают, не бесплатно. Покупают тюк за определенную цену. Одно время было даже довольно дешево это. А сейчас уже не так. И потом они их распаковывают, кто там в порядок приводит, а кто просто так, но уже перепродают уже по отдельности. Ну, то есть спрос на это есть, раз они продают? Да, конечно. Ну, насколько я знаю, если у тебя киоск или там стол, постоянное такое место, ты за что-то платишь алькальди, мэрии за это. А многие просто так у себя из дома продают это, из собственного дома. А там, насколько я знаю, никто ничего никому не платит. Как считаете, Никарагуа бедная страна или нет? Да. Я считаю, бедная страна. Но она бедная, как вам сказать? Не потому, что у нее нет ресурсов или что, а как вам сказать? Они очень привыкли, что им много чего дарили. Всегда даренное, всегда лучше как-то. Ну, опять же, это меняется, потихоньку меняется. Потихоньку меняется. Люди здесь работящие. Но опять же, нет такой индустрии развитой. А где работать-то? Университетов вон сколько, профессий всяких разных много, а где им работать? А в Союзе сколько людей учились? И приехали сюда и работали то таксистом, то тоже вот продавал, что мог. Вот в этом смысле. А полезные ископаемые вообще в стране есть? Да, здесь вот есть золотые прииски, есть, да. Это называется Триангулу Минеру. Это Коста Атлантика, в Атлантическом. Да, есть. Нефть, газ? Нет, этого нет. А что экспортирует Никарагуа вообще? Кофе. Ну, в основном сельскохозяйственные продукты. Кофе. Хорошо идет развит здесь экспорт. Никарагуанское кофе, но очень своеобразное такое, мягкое. А потом что еще? Фрукты? Ну да, бананы,
Насчет кокосов не знаю, если их экспортируют. Но бананы знаю, что вроде Кудань тоже не знаю, куда. Но экспортируют. И здесь есть индустрии особо много нет. Вот есть такая так называемая зона франко, там всякие фабрики, но опять же их пооткрывали то китайцы, то еще предприниматели какие-то другие. Считается это никарагуанская индустрия, не знаю. Ну, что-то есть, но это очень мало. А правительство как-то поддерживает народ, ну, с точки зрения каких-то там социальной программы? Да, есть социальные программы. Ну, во-первых, то, что медицина здесь, в общем-то, считается бесплатной, это же все-таки правительство. Но отчисления же все равно каждый работник делает. Это если застрахован, если ты работаешь в какой-то... А если вот человек вот дома сидит, не работает, а дети, вот просто вот бедные люди, которые живут в деревнях, они не платят. Это государственные программы, конечно. И медицинской помощи им не отказывают? Нет. Нет. В госпитале даже есть больницы, вот госпитали, в которые ты не работаешь, но срочно тебя примут и тебе помогут. Насколько хорошо тебе помогут, я не знаю. Это опять же зависит, к какому врачу ты попадешь. Но то, что тебе помогут, да. Я сама попадала в такие ситуации пару раз. Когда я не работала, у меня не было страховки, а мне надо было в больницу. Вот. 2 раза так я попадала. Значит, иностранному туристу тоже окажут медицинскую помощь бесплатно? Я как-то помогала здесь вот ребятам, которые строили лабораторию «Рамос». Они были бригадой из Армении. И у них парень один с кровати спрыгнул, ногу сломал. И они загрузили меня в машину этого бедного калеку и поехали в госпиталь. Причем госпиталь был даже частный, по-моему. Что там с них взяли, я не знаю. Может быть, даже немного, но тут же им в помощи не отказали. Приняли, загипсовали и все. Я там переводила. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Насколько Никарагуа безопасно с точки зрения преступности? Официальная такая версия, что Никарагуа – это самая безопасная из всех стран Центральной Америки. Насколько это правда, я не знаю. Но здесь я встречалась с людьми, которые приехали из Гватемалы, из Гондураса, и в основном убегали из этих своих банд. Таких вот организованных банд здесь нету. Может быть, где-нибудь они очень хорошо замаскированы, но официально здесь все это более-менее спокойно. И, насколько я вижу, постоянно я вижу на улицах патрули. Да. Особенно... А с чем это связано? Я так понимаю, патрули так, чтобы вообще преступность не развивалась? Или... Да, безопасность. Ну и, в основном, и очень много именно вот по транспорту тоже. Часто останавливают на дороге, документы проверяют. Но это у них как компания. Я вижу, очень много с мотоциклистами они работают. Бывает, прям собирают целые грузовики мотоциклов и увозят. Отобрали там, там нарушал, без каски ездил, я знаю. Или страховка не в порядке. Тоже останавливали, проверяли, все документы, все в порядке. Езжали. Вопрос по поводу того, что вы сейчас сказали. Без каски, значит, нельзя ездить? Это нарушение. А вот на этом велосипеде с тележкой, когда ты человека впереди сажаешь, можно без каски ездить, да? Ну да. Хотя это сделано тоже из мотоцикла. Но опять же, их, по идее, они не должны выезжать на центральные улицы. Ну, все они выезжают. Ну, не все. Но если едут, на заправку им разрешено поехать. А так они у себя в райончиках своих функционируют. Там, где нет автобусного движения, вот там они должны функционировать. Сам видел, прям едет рядом с полицией, ничего, крутит свои да, педали. Но А поедет мотоциклист без каски, все, нарушение. Ну, так это я же не прописывала закон. Плюс пикап, машина, которая сажает людей сзади. Они же сзади садятся. Кто-то стоя едет, кто-то сидя. На пикапе. Там тоже люди сидят. Типа в грузовичках? Да, да. Там люди тоже без касок. Но это уже очень редкое явление стало. Когда я приехала сюда, это было вообще эпопея. Причем сами полицейские также ездят. То есть они сами пример показывают. Ну, что поделаешь. Я к тому, что я здесь почувствовал некое такое жесткое требование с точки зрения правил дорожного движения. И в то же время есть нарушения. И напомнило мне Россию. Почему? Объясню.
они смотрят, что я пересек сплошную линию. Ага, да. То есть вот то, что я сейчас описал, там человек едет, за безопасность не соблюдает и создает ДТП для других автомобилистов, то я там линию чуть-чуть переехал, это все. Меня так сына тоже оштрафовали раз. Стоял автобус, стоит себе и стоит, а он выезжает за поворот, ему нужно проехать. А автобус стоит и стоит. Ну, он его это... А там была двойная линия, нельзя было ее. И то еще такая еще полустертая, и видно не было. И вот после автобуса стоял пост полицейский, его оштрафовали. Ну, по-всякому бывает. Даже ночью он меня остановил, говорит, ты линию пересек. Я говорю, как ты там увидел вообще? Ну, это чисто вот такое же и в России происходит. Ну, это везде так, наверное. Не, я такое не видел в Панаме, я не видел это в Коста-Рике. Я почему сравниваю? То есть это я далеко не хожу там. В Панаме они, если выходят, то вот там таким радаром ловят на скорость, на линии они не цепляют. А в Коста-Рике меня ни один полицейский в течение 3 недель не остановил. Я хотя ездил без передних номеров, потому что в Панаме нет передних номеров. А здесь меня там в день могут 4-5 раз остановить, пока я туда-сюда скатался. Интересно. Ну, я особо из своего... У меня работа, дом. Живу я здесь неподалеку от университета. Я особо не это вот. Ну, что я увидела, так вот такое. Да, конечно. Одно время было совсем плохо. Как каникулы начинались, вот Семана Санта есть такое время, когда все на пляж рванули, это в апреле где-то, ну, на Пасху. Так все, на каждом, не знаю сколько метров, стоял пост, собирают свои денежки на каникулы. То есть коррупция здесь развита? Да. А где ее нет? Ну, везде в разных масштабах просто. И в разных органах, скажем так. Ну, покажите мне, где ее нет. Так вот я поэтому понял, что полиция хочет денег. Сейчас уже не так, но в начале, я помню, это было очень хорошо развито. Они прям остановили, так, будет штраф. Я говорю, нет, не будет. Они буквально там минут 20 специально тянули, ходили, чтобы я кипишить, наверное, начал, либо там. Да. Я такой, да нет. Мне один сын тоже вот так же, он тоже его остановили, в принципе, без оснований. И вот он начал с ними спорить. Увеличили даже штраф. Но выписали штраф. Да, а я наоборот не спорил, типа, мне вообще все равно. Там, да идите, думайте. Они там специально это тянули, потом, ладно, езжай. Ну вот это тоже. Если да, вы правы, да. Ну, все. Тоже. Это все. Хотели бы вернуться, сейчас в Россию, в Крым? Да, очень. Я очень скучаю. Ностальгия у меня постоянно так никогда, но мне не прошла. Так что... А что тянет туда? Что не хватает здесь, что вас туда тянет? Даже не знаю, как вам сказать. Я не задавалась, в принципе, этим вопросом. Вот просто хочу и все. Ну, да. Природа, люди, конечно. То, что они здесь на испанском говорят, а там все по-русски, это как-то не показатель. Не для меня это. Какая разница, на каком языке говоришь. Но вот именно люди другие все-таки. Здесь вот, например, я когда приехала-то из Молдавии, как раз люди меня здесь, они даже по очень чем-то похожи, потому что Молдавия, что же это, латинское это, очень даже похожи и темпераментом, и все, так что в этом смысле нет. Но я в Молдавию не хочу возвращаться, я хочу в Россию. Но Россия хочу в Крым. Сейчас тоже изменилась. Вы сколько лет назад были? Да. Ну, я говорю, я в прошлом году ездила так. Ну, и со своими тоже, с родственниками. Я же коммуницирую и в Молдавии, и в России. И да, они мне тоже говорят, что все поменялось, конечно. Ну, и очень много слежу в интернете. И все-таки Крым пока он еще полусоветский. Но уже даже не полу, там четверть уже осталась. Еще советская ментальность, люди как себя ведут. Но скоро, наверное, там уже все поменяется совсем абсолютно. Какие ваши рекомендации? Стоит ли вообще приезжать в Никарагуа? Бояться, стоит, не стоит? Как вообще свой маршрут составить так, чтобы провести комфортно здесь, в Никарагуа? Так вот здесь же тоже есть всякие турфирмы, туристические агентства, все это в интернете тоже печатается. Вот с кем-то там это соединиться,
купить тур. И там, если приехать, как скажем, дикарем, но опять же, даже если в гостинице вы остановитесь в какой-то, там тоже они могут предложить там, какие-то экскурсии. Можно. Но опять же, все это деньги. Если кто-то может заплатить, пожалуйста, приезжайте. Есть многие, которые приезжают, вы знаете, но я не видела русских, правда, среди них. Американцы, да, серфисты, серфингом, которые занимаются. Ну, так ходят все полудраные, полуголые, полубосые с досками. Это на Тихоокеанском побережье, да, туда они приезжают. Как они это делают, я не знаю, но вы знаете, опять же, для американцев ходить голым и босым – это не показатель, что ты бедный. Так что я не знаю, насколько это дорого. Ну, есть же тоже и гостиницы, и места отдыха разного ранга. Есть эти, как называется, гостиница, есть просто домики, которые снимаешь, а есть и просто палатные эти городки. Везде свой разброс цен большой, конечно. Но можно почему-то. В этом смысле было безопасно. Кроме серфинга, чем здесь еще можно заняться? Что нужно увидеть? Какие достопримечательности? Здесь, в общем-то, развит экотуризм. Ну, примерно типа как в Коста-Рике. Тоже есть очень красивые места. Здесь есть, даже вот недалеко от Манагуа, здесь есть такой, называется вулкан Момбачу. Это вот, скажем, у подножья это один климат, а поднимешься на самую гору, а там уже это сельва тропикаль, дождливый лес. Там уже совершенно другой климат. Там сельва и дождь, вот, мокрая сельва. А здесь у нас считается сухой тропик в этой Тихоатлантической зоне. Вообще здесь разброс климата такой большой. В зоне Пасифика, в Тихоокеанской зоне, это сухой климат считается. По крайней мере, когда нет дождей. А в Атлантической там постоянно считается влажный лес. И другая совсем. И природа, и люди, и все другое. Прям совершенно как две страны разные. Да. И посмотреть есть на что. Страна красивая. Есть на что вот грязно. Грязно. Да. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.